Всем привет, друзья! Сегодня второе видео из цикла недели интенсивного русского языка. Сегодня я хотела бы вам на личном примере показать, как можно учить русский язык с помощью сериалов. В прошлом моем видео я дала вам алгоритм действий, которым вам нужно следовать для того, чтобы успешно учить русский язык по фильмам или по сериалам. Сегодня я хотела бы вам показать отрывок из одного очень популярного сериала в России, сериала «Интерны». Возможно, кто-то из вас уже слышал об этом сериале. И я вам буду показывать фрагменты из одной сцены и буду объяснять вам, что означает та или иная фраза. Буду объяснять вам какие-то сложные слова и подсказывать вам, какие из этих фраз вы можете запомнить для того, чтобы использовать их в повседневной жизни. Давайте начнем. Так, кто у нас? Новиков Михаил. Входит главный герой и задает вопрос в больничной палате. Больничная палата – это место, где лежат больные в клинической больнице. Там они лежат, лечатся, и к ним приходит лечащий врач раз в день для того, чтобы осмотреть их, узнать, как у них дела, и прописать им лечение. Возможно, значит, какие-то дополнительные анализы, диагностику и все такое. И мы видим, как один из интернов, один из главных героев, входит в палату и задает вопрос: кто у нас Михаил Новиков? Кто у нас? Это фраза, которую вы можете использовать для того, чтобы выяснить, находясь в какой-либо компании, где тот человек, которого вы ищете. Можно сказать: всем привет! Кто у нас Миша? И Миша поднимет руку и скажет: я Миша. Также можно спросить: кто у нас Маша? Такая Маша такая: я здесь, Маша здесь. Поэтому эту фразу можно использовать для того, чтобы узнать, где находится нужный вам человек, если вы находитесь в какой-то большой компании. В данном случае главный герой зашел в больничную палату, где лежат много людей, и чтобы узнать, где находится его пациент, он задал этот вопрос. Смотрим дальше. Ни хрена себе Новиков. Так. Ни хрена себе Новиков. Ни хрена себе — это слово паразит, на мой взгляд. Им обозначает высшую степень удивления. Ни хрена себе! Спешу отметить, что это слово лучше использовать только в узком кругу знакомых вам людей, потому что если вы будете использовать это слово в кругу незнакомых людей, вас могут принять за невежливого и грубого человека, потому что это считается грубым словом. Ни хрена себе! Ни хрена себе ты вырос! Ни хрена себе ты глупый! Ни хрена себе ты сколько денег заработал! Ни хрена себе, сколько у тебя денег! Если это высшая степень удивления, ни хрена себе! Если он видел Новикова и удивился: ни хрена себе Новиков! Он не ожидал увидеть человека с такой фамилией и увидеть, что он не русский по национальности. Здрасте. Так, наверное, лучше Майкл. Майкл. Здрасте. То есть это короткая форма слова «здравствуйте». Наверное, лучше Майкл. Он попытался сократить имя Миша и перевести его на иностранный лад. То есть Миша по-американски, например, Майкл. Я доктор. Я ваш врач. Я доктор, я ваш врач. Если он пытается говорить с иностранцем, он считает, что Новиков иностранец, он пытается говорить с ним как с иностранцем, поэтому он
немножко корректирует свое произношение и говорит простыми фразами, простыми словами, без лишних слов. Просто я доктор, я врач. Доктор, лечить. Доктор лечить, но понимаете, то есть он относится к этому человеку как к иностранцу. Таблеточки, там, укольчики буду вам назначать. Таблеточки, укольчики это уменьшительно-ласкательные формы от слова таблетки и от слова уколы. Understand? Доктор, не надо так напрягаться. Я вас прекрасно понимаю. Можете нормально говорить? Доктор, не надо так напрягаться. Не надо напрягаться, то есть расслабься, relax. Не напрягайся, не напрягайтесь. Я вас прекрасно понимаю. Если он заговорил с ним на чистом русском языке. Офигеть! Офигеть! То же самое, как ни хрена себе. Офигеть! Это одно из слов, которым можно обозначить высшую форму удивления. Нереальное удивление. Офигеть! Он увидел, он услышал, как Миша разговаривает по-русски, и единственное, что ему пришло на ум, это офигеть! Слыхали по-русски-то как? Хлопочет. Слыхали? То есть вы слышали? Это немножко упрощенная форма обращения к людям. Слыхали? Такая немножко деревенская. Как по-русски лопочет. Лопочет, то есть говорит. Ты это лихо язык-то наш изучил. Что? Лихо, то есть лихо язык наш изучил. Лихо, то есть классно, быстро, здорово. Это 3 синонима слову лихо. Что значит наш язык? Это мой родной язык. Я родился и вырос в России. Я русский. Понимаете? Он говорит, я родился и вырос в России. Это мой язык. Он пытается переубедить врача в том, что тот неверно понял, неверно расценил его как иностранца, но он не иностранец в этой стране. Ага. Русский парень-то, да? Очевидно же, совершенно. Русский парень же. Все, он сомневается, а для него это смешно. Скорее всего, просто тебе нравится здесь, да? Ну, понятно, тут же природа, простор, красотища. Природа, простор, красотища. Красотища, то есть красота. Это же красота. А у вас там чего? Это... А у вас там чего? Тоже фраза устойчивая означает у вас в стране есть то-то, то-то. А у вас там что? Так, продолжим. Обезьяны, бегемоты, крокодилы, кашалоты. Обезьяны, бегемоты, крокодилы, кашалоты – это текст из одной очень популярной песни в Советском Союзе. Наверное, ссылку я оставлю в описании. Обязательно посмотрите. Очень веселая песня. И он здесь ее цитирует. И зеленый попугай. Зеленый попугай – это тоже фраза из этой песни. Я еще раз объясняю. Я не африканец. Моя родина – Россия. Так. Он еще раз говорит доктору, я еще раз объясняю. Я еще раз объясняю. Эту фразу вы можете использовать для того, чтобы второй раз высказать свою точку зрения. Если вас не поняли, как этот врач, если вы не были услышаны этим человеком, вы говорите, я еще раз повторяю. Я еще раз повторяю, я не люблю курить. Я не курю. Еще раз повторяю, я не люблю курить. Можете это использовать так, в любой ситуации. Ладно мне рассказывать. Ладно мне рассказывать. Одна из устойчивых фраз в русском языке. То есть, не надо мне рассказывать, не надо мне придумывать. Ладно мне рассказывать. Такая простонародная фраза, обозначающая, что не нужно придумывать, не нужно глупости говорить.
Скажи лучше, что у тебя болит, Майкл. Расскажи лучше, что у тебя болит, Майкл. Он пытается уйти от этой темы, которая, видимо, очень затрагивает душу нашего главного героя. Я Миша. Я Миша. Еще раз говорит ему пациент, очень необычный пациент, которого главный герой явно не взлюбил с первого взгляда. Так, мы с вами просмотрели 2-минутный отрывок из сериала «Интерны», в котором мы с вами увидели, как главный герой, врач, пришел на осмотр пациента и встретил очень необычного пациента, который оказался коренным русским внутри, но внешне он был совершенно не похож на русского человека. Примерно так я представляю изучение языка с помощью сериалов. То есть каждый раз останавливаться после каждой фразы, записывать эту фразу, возможно, себе в блокнот или сразу же записывать ее в переводчик и переводить, запоминать и записывать нужные фразы себе в блокнот, которые вы можете использовать в дальнейшем в вашей русской речи. Так, спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, теперь вам понятен принцип изучения языка с помощью сериалов. Увидимся с вами завтра. Завтра будет новый день, новое интересное видео. До встречи. Пока-пока.